Всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать, как вот напечатать очень просто. Пожалуй, это самый простой способ. Я даже не ожидала, что это будет так просто, потому что очень много я намучилась. Я начинающий декупажник, и мне интересно было печатать на салфетках самой. Я специально для этого перевела свой принтер из водорастворимых чернил на пигментные. Вот. И сейчас расскажу о способе. Я им напечатала, храню вот в таком альбоме, фотоальбоме. Очень удобно. Сразу сажусь, кучу печатаю, что мне нравится. И потом уже вырываю и печатаю. Так, что понадобится? Так, понадобится прежде всего вот такой, ну, не знаю, такой, не такой клей, но клей временной фиксации. То это вот очень важно. Что говорю, я когда пробовала, я бумажным скотчем вот так вот клеила. И загибала вот салфеточки с эту сторону, и здесь там скотчем клеила. И бумажку брала потолще и потоньше, но все никак не получалось. И в эту я распечаточку вот только что распечатала. Тут краешек загнулся, ну, немножко плохо приклеила, потому что я на вот этой вот бумажке, я уже не знаю, наверное, но штук 10 точно распечатала. Вот. Ну, в принципе, что нам нужно для этого? Я беру ненужную фотобумагу, то есть, ну, вот она у меня на этой стороне глянцевая, плохо распечаталась, а на этой стороне она осталась. В принципе, знаете, вообще не важно, на какую сторону вы будете клеить, это абсолютно не важно. У меня есть... Я вот тут вот покажу вам. Коллекция небольшая. Ну, допустим, вот тут вот у меня на цветной стороне. Это тоже уже поживший, повидавший виды листик мой. И вот эта сторона, на которой был клей, она до сих пор липкая. Вот это тоже старый календарь. Ну, тоже вот недавно печатала на ней. Ну, а этой, по-моему, я уже вырезала и потом наклеила обратно. Так, единственное, вот мой принтер не берет толстую бумагу. Если она еще с салфеткой, он может ругаться, в общем, не хочет. Поэтому бумага должна более-менее быть мягкая. Ну, хотя, может, ваш принтер там и будет брать. Но в то же время она не должна быть обычная офисная бумага. То есть какая-то жесткость, какую-то форму она должна держать. Ну, в принципе, потом все просто. Я беру этот клей, неудобно немножко показывать. Пшикаю всю бумагу. Сейчас не буду это делать. Тут, по-моему, процесс ясен. И все, и наклеиваю, отслаиваю салфетку. Вот эту я уже отслоила. Я вам на старом листике попробую показать. Салфетки беру вот такие. Они достаточно мягкие. Если какими-то другими кто-то пользуется, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что, ну, которые с перфорацией, то есть не с перфорацией, а с рисунком салфетки, конечно, их таких не больше использовать. Вот эти я нашла, все не попробовала, но вот эти, что мне не нравятся, вот распечатывается все прекрасно, но когда ее мочишь, она тянется только в одну сторону. И получается изображение, ну, как-то надо умудряться так не сильно растягивать, то есть эту салфетку. Получается, роза может поплыть в одну сторону, к примеру. Ну и вот что мы делаем. Все очень просто, предельно понятно. Я беру салфеточку, равняю и хорошенько. Сейчас мне одной рукой просто неудобно это делать. А так все расправляете и все приглаживаете. Вот я разровняла. И теперь надо обрезать краешки. И краешки хорошо приглаживайте. А то я вот тут, вот, допустим, поторопилась, и видите, он загнулся. Ну, это, конечно, не страшно. Ничего там такого критичного нет. Но чтобы тоже там не пачкались ролики в принтере, то лучше этого, конечно, избегать. Вот, и все лишнее обрезаем по бумаге и печатаем. Вот я обрезала все по краю. Все просто. Единственное, что если у вас сильный такой клей, то в первый раз много не пшикайте. Лучше потом допшикать лишнее, чем потом у вас этот лист не отдерется. Что первый раз вот, трудно отодрать.
А потом последующие, они как-то гораздо все проще становятся. Все, вот мой принтер. Он достаточно мне старенький. Epson L110. На нем печатаю очень много. Наверное, брала его года 4 назад. И потом, когда занялась декупажем, я перевела его на пигментную печать. Ой. Ну все, выбираем нужный файл и отправляем на печать. Видите, у меня достаточно резко так захватывает бумагу. Из-за этого сколько я перемяла салфеток, сколько там я эти ролики чистила. И тут, как видите, салфетка не пострадала. Единственное, что вот если этот бортик, может, конечно, его тоже можно обрезать, там, ну, смотрите сами. Вот я делаю, чтобы у меня расстояние, это, ну, на бортике не печаталось, который с рисунком. Вот так у нас получилось. Единственное, я, может, еще попробую. У меня выставлено, что печать на простой бумаге. Хочу потом попробовать понасыщеннее, что ли, сделать, если попробовать печать на матовой бумаге. Ну, и так, мне очень нравится результат. Я когда первый раз попробовала, это просто у меня было счастье какое-то, что вообще никаких морок не надо, чтобы распечатать. Печатай сколько хочешь, когда хочешь. И говорю, принтер перевести на пигментные, чернила абсолютно не проблема. Ну, конечно, повозиться надо, ну, раз один день повозишься, и потом все время печатаешь. И в заключение хочу показать пару изделий, где я использовала именно эти салфеточки. Вот видите, все те же розочки. Люблю я винтажный стиль. Переделала такую вот кастрюльку под клумбочку и вот такой подносик. И хочу отдельно отметить пигментные чернила. Потому что когда я переводила свой принтер, многие мне говорили, что потом они быстрее испаряются, что надо будет печатать каждые 4 дня на принтере. Но, знаете, по опыту вот прямо обратное. И даже если логически размыслить, то вода испаряется быстрее, чем пигмент. Поэтому не бойтесь, на самом деле, даже если перерыв в работе, абсолютно ничего страшного с пигментом не случается. Все прекрасно работает. Поэтому всем желаю творческих успехов и всего самого-самого хорошего. До новых встреч!